Режим на острове все больше становится похож на режим Dark and Darker. В этот раз разработчики тестируют, как игрокам зайдет PvP, например, на одинаковых условиях. Гирскор теперь не может быть ниже 250 и выше 350. Буквально во вчерашнем патче условия снова были изменены, теперь максимальный гирскор 700. Не успеваю это все смонтировать, как условия меняются на новые. Там много чего изменили, но это уже в следующем видосе. И новички с горем пополам могут ощутить походы на PvP остров в более равных условиях. Хотя опытные игроки все равно находят пути, чтобы максимально реализовать эти 350 гирскора и одеться максимально профитно. Да так, что у них получается по 7-8к хп, и новичку справиться с этими 8к хп, мягко сказать, трудновато. Когда у него, дай боже, 2-3 батл слива, солдатских пару и 1 стим на хп, а у противника 6 легких на хп. В некоторых моментах не особо заряженным игрокам стало проще ходить на остров, это да. Но дисбаланс все равно еще присутствует. Постепенно мы подбираемся к моменту, когда все должны будут входить на остров с 50-м гирскором, чтобы одеться в процессе. И уже тогда отталкиваться от лута и решать, идти на боссов и драться за цели или нет. Очень хотелось бы видеть соло-режим на PvP острове, который тоже со временем можно было бы забалансить. Ввести ограничения по ГСу для новичков и незаряженных до 100-150 ГС, для средних свой ГС и сильно заряженных до 1000 или 1200 гирскора. Что-то в этом роде. Мне кажется, тоже вызвало бы интерес многих. Не всегда ведь все хотят ходить в дуо, а соло на острове разве что по краям мусорки лутать, ибо каждый файт будет неравным. Если, конечно, не быть жестко прям заряженным. Также они добавили бафы с боссов при их убийстве. Выглядит это слегка имбалансно в моменте. Но ладно. Тролль дает баф на плюс 200 армора, солдат, маг и физ крит шанс на плюс 20% и физ крит сила плюс 20%. Оборотень, альфа, лайфстил плюс 15%, крыса, спеллпауэр плюс 240, ну это жестко, андед, сила атаки плюс 120, гоблин, сокращение кулдаунов на 30%, яга, реген маны 3% от макс маны. Были также пофикшены визуальные проблемы боссов, крысы и оборотня, теперь они норм хватают своих гоблинов. Мана и хп реген теперь работают и в бою, даже когда хп ниже 20%. Но в бою снижение все еще действует. Точно, и добавили же лайфстил на импланты. Теперь его можно заролить. И что-то интересное может даже получиться, играя за шамана в физ через Attack Speed. Не знаю пока, насколько профитно. Для рейнджевиков этот стат будет давать на 70% меньше эффекта, так что лукарям нет смысла его ролить. Инфа сотка. По мелочи, но приятно. Обновили эффекты синтез машины. Стало красочнее и добавили эффекты смерти для волка и обновили его передвижение. Полишинг полным ходом идет. Сильные изменения по химии. Наконец получаем ту химку, о которой давно вычитали все. Добавили новую химку катализированную, которая дает с шансом бафы при использовании и длится не 5 минут, а 10. Это ни в коем случае не конец наших планов в области алхимии, но это первый шаг в этом направлении. Так, ну например, я хочу посмотреть вот Т3 алхимка на Attack Power. Когда наносит физический дэмэдж, у плеера есть 5% шанса войти в бешенство на 5 секунд. Пока ты находишься в бешенстве, плеер теряет контроль персонажа и атакует рядом стоящий таргет. Attack Power повышается на 200%, ой, точнее на 200. Дополнительно Movement Speed также увеличен на 50%, кулдаун 5 минут. Что-то страшное. Если на острове, например, в экстракшене, в фулл-луте, такое где-то сработает в PvP, это будет неприятно. Окей, что по Magic Bomb? Если здоровье персонажа падает ниже 30% после принятия урона, происходит магический всплеск. Наносит 150 плюс 150% spell power, magical damage всем enemy в радиусе 6 метров. Магический всплеск также отбрасывает обратно на 10 метров и накладывает на них 50% замедления на 3 секунды. Не буду все их перечислять, но выглядит довольно интересно. Хотя крафты для них дороговат, как будто. Например, адреналин-шот. Игрок с вероятностью 5% войдет в состояние берсерка и получит на 100% атак спид без ограничения скорости атаки на 10 секунд. Вся эта химка делается в машине синтеза, и для ее крафта нужен эпический ресурс. Старые химки изменили крафт. Например, для простого Т3 биостероида нужно 2 Т2 шприца и 1 кровавый мед. Для катализированного Т3 биостероида нужно 2 Т2 шприца и 2 меда. 1 грандмастер каталист и эпический рецепт этого шприца. Душно, но есть где подышать. Так, 2 улитки и каталист. Вот, 2 фиолетовых, 2 этих. Погнали.
Holy, а вот это она выглядит симпатично. Damn. Алхимические рецепты с качеством. Если при синтезе этой алхимии вставить зеленый рецепт этой химии ко всем остальным ингредиентам, то на выходе получим на 4 единицы больше химии. Если вставить синий на 6 единиц, фиол на 10. Замудрили чуть-чуть, но ладно. То есть в итоге получается нужно 2 фиола вставить, чтобы получить макс-импакт при крафте химки, так что ли? Чтобы получить и катализированный, и при этом выдал мне 10 штук. Фармить, получается, нужно будет прилично. И теперь плавно переходим к тому, где берутся эти рецепты. Сами рецепты химки тоже апгрейдятся Т3 китами, так что скрафтить их будет проще. Добавлено в дроп с мировых боссов, то есть олень, дендроид и вся прочая чухня. Также эти рецепты падают на ПВЕ острове, начиная с 9 уровня ключа. В синтезе также можно улучшить рецепты, вставляя одного и того же грейда 5 штук. 5 зеленых дадут 1 синий и так далее. Помимо прочего, добавлены Т3 чипы новые, но пока не активные, просто дают больше стат. Дропаются со всего и всех на ПВП острове. По балансу. Лучника снова нерфанули, убрали ему буст урона на 50% от количества ХП, который давал талант увеличения жизненной силы. Этот талант как раз позволял отыгрывать на ПВП острове от количества ХП. Посмотрим, как это повлияет. Также лучнику увеличили потребление маны за выстрелы для его ешки и понизили урон для мастерки мультишота с 25 до 15%. О как! И последний стоящий фикс бага, который я тарабанил и топтал, пофиксили исчезновение лута сразу после выпадения. Надеюсь, окончательно. Ибо потерять Кама Страйк рецепт было прям разочарованием всей моей смертной жизни. А вот если добавить, чтобы лут вообще не исчезал до окончания сессии на острове, так это вообще будет обнова на вкус, как секс богов. Ладно, на розыгрыш приди, ключ забери. И на стрим, и в Дискорд. Лайк и саб. На этом все.